Несколько недель назад Соединенные Штаты вступили в переговоры с Ираном, чтобы не допустить появления в этой стране ядерного оружия. Если все сложится хорошо, США предложат снять санкции в обмен на гарантии по ядерной программе Ирана. Но если дело не пойдет, вполне можно ждать военной операции, в ходе которой Штаты и Израиль постараются снести иранские объекты с лица земли. Даже до бункеров ядерных не исключено, что доберутся. Пока обе стороны стараются избежать этого сценария и договориться по-хорошему. Достичь мира, который в ближневосточной версии выглядит как сцена из фильма про мафию, где все держат друг друга под прицелом и вот-вот вышибут своим визави мозги, но пока не вышибли. Если же все пойдет по-плохому, последствия, вероятно, коснутся каждого из нас, в какой бы стране мы ни жили. Потому что дестабилизация Ближнего Востока – это один из самых опасных сценариев для мировой экономики и мира вообще. Сегодня попробуем немножко разобраться в том, как устроен Ближний Восток и какую роль в нем занимает Иран. Как так вышло, что персонажи со средневековым мировоззрением держат за глотку всю мировую экономику? И почему там вечно все катится к черту, но никак окончательно не укатится? Итак, начнем сначала. Около 200 миллионов лет назад, в юрском периоде, эта земля, которая рядом с Ираном, выглядела иначе. Там было морское дно, и над ним плескалось мелкое и теплое море. И это была идеальная среда для жизни планктона. Масса мелких организмов, которые в итоге отмирали и опускались на дно, где под слоем осадочных пород через некоторое довольно продолжительное время превращались в нефть. А потом возьми да произойди столкновение литосферных плит. И по геологическим породам пошли разломы. Начали образовываться пустоты, в которые и затекла образовавшаяся под водой нефть. А здесь не было ни особенно высоких гор, ни ледников, которые могли бы вскрыть залежи нефти. Так что нефть спокойно долежала до начала 20 века, когда спрос на нее появился. При этом ближневосточная нефть очень качественная. Ее легко перерабатывать, залежи невероятно огромные, а их разработка дешевая. Нефть залегает близко к поверхности. Именно нефть – первая причина, определяющая важность региона для всего мира. В цифрах это выглядит так. Сейчас мировая экономика производит и потребляет порядка 100 миллионов баррелей нефти в сутки. Ну, это плюс-минус, так, для удобства счета. В кризисы, понятное дело, меньше, в периоды роста больше, но примерно так. Что-то страны потребляют сами, что-то идет на экспорт. И вот экспорт, международная торговля нефтью, составляет около 40 миллионов баррелей в день. Весь Ближний Восток при этом производит от 26 миллионов баррелей в сутки. То есть больше четверти всей мировой добычи. А потребляет очень мало. Во-первых, там мало людей живет. Во-вторых, там толком нет промышленности, да еще и тепло. Словом, порядка 20 миллионов баррелей в день идет на экспорт. Это примерно половина мировой торговли. Доля Ирана в этом изобилии меньше 4 миллионов баррелей добычи в сутки, а из-за того, что Иран под санкциями, экспортировать ему получается только порядка 1,5 миллионов. Тут можно было бы подумать, что 1,5% мирового потребления нефти, которое экспортирует Иран, это не так много. При необходимости мир обойдется и без этих 1,5%. Другие страны быстро нарастят добычу и покроют дефицит. Так в чем же смысл так об Иране беспокоиться? Почему США предлагают ему сделку и даже отмену санкций? Чтобы это понять, посмотрим на карту. Основные страны-производители нефти расположены вокруг Персидского залива. Иран, Ирак, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия и Эмираты. Основной путь, по которому они вывозят нефть, это сам Персидский залив. Загрузили танкеры и отправили. Но вот тут, на выходе из Персидского залива, есть бутылочное горлышко. Пролив Ормуз, меньше 55 километров шириной в самом узком месте. С одной стороны, пролив контролируют Объединенные Арабские Эмираты, но с другой – Иран. Первое, чем может ответить Иран на бомбардировки своих ядерных объектов – сделать пролив Ормуз непроходимым. Просто одним днем взять и перекрыть выход из Персидского залива в Аравийское море, обрубив 50% мирового экспорта нефти. У Саудовской Аравии и Эмиратов на этот счет есть другие варианты. Например, нефтепровод Ист-Вест, идущий от нефтяных месторождений к Красному морю. Но всех потерь он и близко не компенсирует. Последствия для всего мира будут катастрофическими. Цена на нефть, по некоторым пессимистичным прогнозам, взлетит до $300 за баррель. Для сравнения, нынешняя цена на нефть порядка $67 за баррель. Словом, очевидно, что военное решение проблем с Ираном
для всех сторон не оптимально. Значит, нужно договариваться. И, кстати, нефть не единственная тому причина. Так вот, вторая причина особого положения Ближнего Востока и такого отношения к нему со стороны США – это торговые пути. Снова посмотрим на карту. Вплоть до второй половины 19 века серьезной проблемой мировой торговли была бестолковая география нашей планеты с точки зрения логистики. Два основных торговых, производственных и культурных центра – это Европа и Азия. Теоретически они примыкают друг к другу, но на самом деле разделены огромными пространствами. Как из Испании, Франции или Англии быстро добраться до Персии или Индии и обратно, да еще и с товарами. По земле долго, дорого и опасно, ведь путь идет через множество чужестранных земель. Более реалистично – по морю. Но там дорогу перегораживает Африка, которую в каком-нибудь 16 веке приходилось объезжать в круговую и закладывать на дорогу в одну сторону едва ли не год. Полгода от Лиссабона до Калькутта, считай, уже экспресс-доставка. Обратный путь еще дольше. Так устроены ветра в этом регионе. Плюс обратно все суда шли с перегрузом, ведь они везли товары. Ко всему прочему, моря тоже были опасными. Пираты прекрасно знали, где ходят суда богатых торговцев. Необходимость найти более короткий путь в Индию сподвигла испанскую корону отправить на разведку Колумба. Он направился в противоположном направлении, но нашел там не Индию, а Америку. Не повезло. Ну или повезло. Наконец, в 19 веке проблема долгого пути в объезд Африки была решена. В Египте между портом Суэц в Красном море и Порт-Саидом в Средиземном расстояние всего около 160 километров. Это место уже давно использовалось для торговли. Суда из Азии приходили в Суэц и разгружались. Далее товары караваном везли в Порт-Саид, где грузили на другие суда и везли в Европу. Решение было не оптимальным. Этот коротенький отрезок пути делал доставку сильно дороже. Около 4000 лет назад фараоны не пожалели денег и прокопали в том же районе канал от Нила в Красное море. Но 1500 лет назад закопали, чтобы перенаправить торговлю в крупнейший город Земли – Багдад. А идея-то была отличная. Словом, канал между Суэцем и Порт-Саидом напрашивался сам собой. И он был построен в 19 веке. Сейчас он принадлежит Египту и приносит огромные доходы в бюджет. 10% мировых морских сообщений проходят через него. Каждый день десятки судов, по большей части огромных контейнеровозов, идут по Суэцкому каналу из Азии в Европу и обратно. На этих судах значительная доля мирового ВВП. На их безопасности и свободном передвижении держится стабильность мировой экономики. Проблемы в этом регионе способны вызвать кризис во всем мире с падением фондовых рынков и инфляцией. Казалось бы, при чем здесь Иран? Ведь он никаким боком не граничит ни с Красным морем, ни с Египтом. Все так. Но часть побережья Красного моря, в том числе в самом узком месте возле пролива Баб-эль-Мандеб, это территория Йемена. И его южные регионы сейчас контролируются антиправительственными повстанцами – хуситами. Иран – давний и надежный союзник хуситов. Он снабжает их деньгами и оружием. Так что возможности усложнить торговлю через Суэцкий канал у Ирана еще как есть. Год назад хуситы уже пытались нападать на торговые суда возле своих берегов, и тогда вмешались военно-морские силы США. После бомбардировок военных баз хуситов их возможности сократились, и Иран не стал эскалировать конфликт. Но если дело дойдет до прямого военного противостояния между США и Ираном, можно быть уверенным, Иран попытается создать проблемы и в Красном море тоже. Словом, регион очень важный, и весь мир крайне заинтересован, чтобы там все было мирно и без происшествий. Но, как назло, это Ближний Восток. Там факторов нестабильности, пожалуй, даже больше, чем нефти. Одним из таких факторов нестабильности является Иран. Страна большая, с большими запасами нефти, газа и идей насчет освобождения мусульман от гнета сионизма и империализма. В соответствии с этими идеями Иран наращивает влияние в регионе, используя в том числе религиозные разногласия. Большинство мусульман в мире, около 85-90%, сунниты. Еще около 10-15% шииты. Погруженный в тему человек легко расскажет об огромной разнице между течениями, но нам для сегодняшнего разговора достаточно знать, что сунниты выбирают духовных лидеров по их заслугам, а шииты признают духовными лидерами потомков пророка Мухаммеда.
В мире есть 4 страны, где шииты составляют религиозное большинство: Азербайджан, Бахрейн, Ирак и Иран. В других же странах Ближнего Востока шииты являются меньшинством и часто дискриминируются. А это отличная почва, чтобы Иран мог наращивать влияние в регионе. И для этого Иран финансирует шиитские движения в суннитских государствах, например, Хизбаллу в Ливане или тех же хуситов в Йемене, что позволяет им развивать сеть, вооружаться и оказывать влияние на правительство своих стран или же вообще взять власть в отдельных регионах. Особый пример – поддержка Ираном режима Асада в Сирии. Там алавитские кланы, близкие к шиизму, десятилетиями сохраняли власть в стране с суннитским большинством. И все это время сирийский режим был союзником Ирана. Впрочем, у Ирана есть и союзники-сунниты, например, Хамас в секторе Газа. Они получают от Ирана деньги и оружие и фактически существуют за его счет. С таким положением дел стабильность в регионе сама собой не поддерживается. Между тем, многие страны Ближнего Востока в стабильности все-таки заинтересованы, потому что торгуют нефтью или получают доходы от логистики и туризма, или просто не хотят воевать и хотят жить мирно. Так что в той или иной степени поддерживают усилия США по сохранению мира. В первую очередь это Израиль, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания и еще несколько других стран. В некоторых США разместили военные базы, и сейчас контингент американских войск в регионе превышает 40 тысяч человек. И баланс худо-бедно держится. Конфликты локальны, влияние Ирана в целом не растет. Но все может измениться, если в распоряжении у Ирана окажется ядерное оружие. Все мы помним 2 прошлогодние иранские бомбардировки Израиля. Оба раза были пущены сотни ракет, и большая часть была обезврежена. Погиб 1 человек. Но будь у Ирана ядерные боеголовки, последствия могли быть гораздо масштабнее. И дело не только в Израиле. Ядерное оружие может стать угрозой всему региону и всей мировой экономике. Сейчас Иран угрожает торговым путям через своих прокси, а если получит ядерное оружие, вырастут возможности для шантажа уже всего мира. Такое положение дел не является каким-то сюрпризом для Соединенных Штатов и их союзников. И еще при Обаме Ирану было предложено соглашение, по которому со стороны поэтапно снимались санкции, а взамен Иран обещал не делать глупостей. Заниматься атомной энергетикой, но не военной программой. МАГАТЭ по этому договору в ближайшие 15 лет могло проводить проверки. Большая часть обогащенного урана должна была быть вывезена за границу, а завод по обогащению топлива должны были перепрофилировать в научный центр. Соглашение было заключено не просто между США и Ираном. Его подписали Великобритания, Франция, Германия, Китай и Россия. Более того, соглашение одобрили в Совете Безопасности ООН. Но в 2018-м следующий президент США Дональд Трамп вышел из действующего соглашения в одностороннем порядке. Причины были названы такие. Барак Обама заключил плохую сделку. Через 15 лет Иран снова начнет разработку ядерного оружия. Так что Трамп решил выйти из договора сейчас и на полную катушку применить санкции, рассчитывая, что это подтолкнет Иран к более серьезным уступкам. Ну, не подтолкнуло. Что из этого вышло, мы видим. На сегодня МАГАТЭ подтверждает, что Иран уже обогатил топливо до 84%. Чтобы создать ядерное оружие, нужно 90%. При этом заключить многостороннюю сделку с Ираном, как это было 10 лет назад, США больше не могут. Евросоюз и ООН сняли свои санкции с Ирана в рамках прежнего соглашения. Отношение Москвы и Пекина с Ираном за эти годы изменилось. Путин покупает у них оружие, а Китай – нефть. США придется разговаривать с Ираном в одиночку, ровно в тот момент, когда Иран стоит буквально на пороге создания бомбы. Когда внутри Ирана эта идея подается как смысл существования. Мол, еще немного и будем защищены от тех самых сионизма с империализмом. И в этой ситуации Трампу будет нужно заново добиться от Ирана примерно того же, что добился Обама 10 лет назад. В совершенно иной ситуации. Тогда страна-изгой 20 лет сидела под санкциями, причем блокирующими и международными, а не от одной какой-то страны. Однако, нужно сказать, задача эта все равно не безнадежная. Да, Иран далеко продвинулся в обогащении урана, но по всем остальным фронтам буквально загнан в угол. В стране крайне тяжелая экономическая ситуация. Инфляция выше 30%. Люди устали от закосневшего режима. Редкий год проходит без массовых протестов. Рахбар Али Хаменеи стар, ему 86 лет. Его сын, которого прочат наследником, не популярен. Во внешней политике в последние годы сплошные неудачи. Спонсируемые Ираном радикальные движения – Хамас, Хизбалла, хуситы –
терпят тяжелые поражения, и еще неизвестно, смогут ли восстановиться. Есть вероятность, что их дожмут. Короче, сейчас Ирану только войны с США не хватает, в случае, если он откажется от соглашения. С другой стороны, ставки очень высоки. Если Иран попробует в неадекватность, мировая экономика испытает еще один шок. Нам остается только за всем этим наблюдать. Ну и рассказывать об этом. До завтра.